on top of a horse? Back in Tel Aviv. תודה רבה. בבקשה. Shalom. Hi. This is Luke Jones the other way from, no, not Israel, Birobidzhan, capital of the Jewish autonomous region in eastern Russia. What am I doing here? What's a Jewish region doing in eastern Russia? And why am I on top of a horse? Well, these were the first settlers in the 1930s who came here. Stick with us, you're going to find out all about it. If you're thinking to yourself, what's that all about? Well, yeah, good question. This place is actually older than the state of Israel. It was formed back in the 1930s. It was Stalin's answer to all those pesky Jews in European Russia. What do I do with them? Well, okay, let's send them out east and see how they get on. Now, like most Soviet experiments, it failed miserably, but we'll delve into that a little bit more. But let's go and have a look around, because Birabijan nowadays is actually quite a pleasant place. Ефраим, вот здрасте, спасибо, что вы нашли время с нами пообщаться. Расскажите, вы родом из Биробиджана? Не, я родом из Харькова, вот, из другого города. Здесь я относительно недавно, где-то с августа прошлого года. Ой, как вам нравится здесь? Чувствуете, как дома? Я как еврей, конечно, ощущаю себя хорошо среди других евреев, и когда можно с гордостью говорить о том, что ты еврей. Тот факт, что здесь, скажем так, само место даже называется еврейским, это, безусловно, добавляет комфортности, да, в пребывании. Ну, говорят, что в сегодняшнем дне только 1% населения здесь, это именно евреи, здесь в Биробиджане. Ну, на самом деле, очень тяжело вести такую статистику, потому что вопрос, как мы считаем, кто еврей, кто не еврей, кто скрывает то, что он еврей, кто наоборот говорит, что он еврей, хотя он таковым не является. Поэтому я, если честно, не склонен верить статистикам различным. Я вот стараюсь свою вести статистику. Кажется, что это больше, да? Можно сделать очень простой тест. Я бывал в разных синагогах в России. Я не видел, я не думаю, что в принципе существует еще где-то такая синагога, ну и по наполняемости людьми в том числе, в 70-тысячном городе в России, я думаю, такого не существует. Более того, не во всех миллионниках это есть. Поэтому я как бы отсюда могу сделать, да, проекцию в принципе на весь город. То есть на ту часть, которая еще не посещает синагогу, это значит, что есть солидное количество евреев. Вот. Но вы приехали сюда, это же далеко от Харькова, наверное, вообще ближе далеко Тель-Авив. Это далеко отовсюду. Да. Но главное, что есть работа. Если здесь есть евреи, с которыми я могу общаться, которых я могу учить, это значит, что это и есть мое место. Здорово. А чем занимаетесь? Вот, в основном педагогическими вещами, ну и организационными. То есть организация еврейских праздников, еженедельные уроки для разных возрастов, для молодежи, для старшего поколения, проведение молитв. В общем, все то, чем должен заниматься раввин, и еще немножко всяких вопросов организаторских. Здорово. Никогда не подумали ехать именно, скажем так, на юг, в Израиль, а не сюда как раз? Не, ну я совсем недавно здесь оказался, да, это мне с моей супругой предложили возглавить здесь общину еврейскую, и мы после долгих раздумий решили, что это хорошее решение, и пока что не разочаровались. Ну, это здорово, я очень рад слышать. Окей, тода раба. Бывакаша. Спасибо вам большое. Всего доброго. Might not be that many Jews left in Birabijan, but there's plenty of reminders here as to how they came and how difficult it was when they first arrived.
all that sightseeing's made me a bit hungry, and I think I found the perfect place for a spot of lunch. I've had a look at the menu, and it's a bit more Italian than Jewish, but I managed to find hummus on the menu, so that's a good start. Right, let's give this a try. That hummus is extremely good, just like being back in Tel Aviv. Okay, just had a great lunch, but it's time to get back to work and talk to someone who knows a little bit about this place. So Andrei, thank you for taking the time to speak to us today. So, are you a native of this town? No, this town. I was born in Valgaim, 12 kilometers from Birabijan. Ah, but in the Jewish autonomous in the Jewish region. autonomous region, yeah. Ah, okay. And tell us a little bit about your story, like that you're Jewish. How did your family come to be here and when? Some part of my family from my father went to the Jewish autonomous region in the 30s of the 20th century. Wow. The second part, another part of my family from my mother went to the Jewish autonomous region in 40s years of the 20th century during the Second World War. Wow. Yeah, my great-grandmother with their children went from Kiev. From Kiev in Ukraine, yeah? Yeah, from Kiev, Ukraine, across Stalingrad, across other parts of our country. Finally, they went to the Jewish autonomous region and started to live here. Wow, so they settled here. So already 3 generations. Oh, yes. 1, 2, 3, 4. Now there are 4 generations. My sons live here. Ah, so 4 generations. That's amazing. Андрей, поскольку мы сейчас находимся в Национальном музее здесь и рядом с синагогой, это единственная синагога в Биробиджане? Нет, это не единственная синагога. Есть еще одна в городе Бirabijan синагога, являющаяся, скажем так, другой общины, тоже еврейской религиозной общины, но их 2, та чуть старше, была основана ранее, чем это. И поэтому, здесь кирпичное, красивое здание, там деревянное здание, более старое. Говорите на иврит? Нет, на иврит не говорю, знаю ряд фраз, предложений, но вряд ли они меня спасут, если я окажусь в Израиле исключительно среди ивритоговорящего населения. Никогда не подумали переехать в Израиль, как многие? Да нет, как-то не ловлю себя на этой мысли, не собираюсь, не планирую пока ехать в Израиль. Хотя там действительно много родней, друзей, товарищей еще со времен школьного и детсадовского детства. Но переезжать в Израиль пока не планирую. Слишком жарко. Да нет, почему? Там довольно хорошо. Главное, что вам хорошо здесь. Мне хорошо. Везде хорошо, где нас нет, как говорят евреи. Но здесь вспоминаешь и русскую поговорку, ты сам кузнец своего счастья, поэтому крась то место, где ты живешь, и будет все хорошо. Здорово. As I mentioned earlier, Birobidzhan isn't a particularly big place, but it certainly packs a punch. There's an awful lot here, massive amount of history for such a tiny place, very poignant, and really happy that got 2 people to tell us all about what it's really like here, growing up here as a Jew in Eastern Russia. So that's been Luke Jones the other way from Birobidzhan. Stay with us, like, share and subscribe. There's always going to be a lot more.